Всем привет, меня зовут Юрий Жигаев, вы на канале BetSafe Прибалтика. Не забываем подписываться, и это мое шоу «Зажигалка». Сегодня я целый день проведу с капитаном РФШ Томашем Шимковичем. Поговорим о футболе, о жизни. Также я потренируюсь с командой и посмотрим, на что я еще способен. Я не думаю, что чемпионат Латвии так плохой, как все говорят. Вот. Тяжело. Ну, неплохо. Пока. Что? Главный вопрос. Какая у тебя зарплата? Видишь, я не слышу, что тренер говорит. Если бы я играл всегда на топе, каждую игру, я думаю, я бы здесь не играл. Легкий кружок, да, в Юрином темпе пробегаем. Зажигалка. Будет интересно. Поехали. Лабрит, Лабрит. готов? Да. Выспался? Что у тебя там на шортах написано? Космонавт? Я не знаю даже. Да, это H&M, обычный шорт. А РФС выдали? Нет. Ну что, куда ты так побежал быстро? Ты так на поле не бегаешь. Ну, это правда. Как дела? Все хорошо, брат. Расскажи свои утренние традиции. Что ты делаешь? Просыпаешься? Что дальше? Завтрак хороший. Что кушаешь? Ну, по-разному. Я там либо... Каши кушаешь? Да, тоже. Фу, Ты нет? вообще никогда. Не, я либо вот кашу, либо яйца какие-то. Сам готовишь или жена? Нет, я вообще без шансов. Да ладно. Я такой Повар. не повар. Вообще? Что умеешь сделать самое вкусное? Спагетти карбонара, это максимум, что я могу сделать. Да? Да. Соус правильный делаешь или покупаешь? Или сам Не, я делаешь? сам очень правильный соус делаю. Да. А если жены не будет, останешься с детьми один, как будешь кормить? Чем? Это Карбонарой хороший детей? вопрос. Только так. У тебя дети итальянцы? Станут потом, Станут да. итальянцы. Этот куда хочет. Во сколько ты встаешь обычно? Мне Ну, режим твой обычно интересен. где-то в 8. 8? А дети? Не надо в садик, там все это. Ну, сейчас нет. А так? Сейчас нет. Спал а все так- равно, жена занималась? Ну, да. Да? Молодец, жена. Респект, да? Да, конечно. Там без ней как еще? Никак. А ложишься спать во сколько? Ну, где-то в районе 12 12. всегда, да. 8 часов спишь. Да. Классика. Но То, это, что говорят. Это, кстати, в хорошем, ну, 7-8. Мгм. Вот так. В хорошем случае 8. Да. Потому что я не всегда в 12 засыпаю. А после игр как спится? После игры вообще не спится. Как думаешь, есть такой футболист, который хорошо засыпает после игр? Мне тоже, я всегда это думаю тоже об Я этом. в Мне 4 очень обычно интересно. ложился спать. В Ну, 3-4. вот так и есть. Я не знаю, если есть такой футболист, мне интересно тоже. Куда мы сейчас едем? Это каждое утро у вас традиция? Сейчас традиция, да, на Rocket Bean кофе. Хороший кофе с утра, знаешь, Мгм. там. Ну, я так понимаю, ты не один там будешь, да? Да, там обычно Дарко, Лео и Томи Шарич. Их потом всегда беру на тренировку. Foreign players. Foreign players, да. А Ну, слушай, потому что у них и машины нету, и рядом живем более-менее. я знаю, что в прошлом году у вас другое кафе было в топе. Кафетериус, да. Да, что Но оно поменялось? оно сейчас тоже есть, кстати, но сейчас Дарко живет вот ближе там, Мгм. а сейчас этот мера вот такой средний путь, знаешь. для Ну да, всех. поэтому туда. Но да. иногда кафетериус тоже, перед играми, я думаю, вроде мы в кафетериус всегда ехали. Слушай, ты знаешь, что сегодня я буду делать? Нет. Ну ты мне сказал, что тренировать. Да, я буду с вами тренироваться. Меня Ага. Мороз попросил тренер. Да, Говорит, что надо показать, да. То... Надо быстрого нападающего. Нет, быстрого не надо. Он говорит, Шимкович, что-то это опытного надо показать, то Шимкович сдулся что-то. Поэтому. Это я слышал, да, это все мне говорят сейчас. А, да? Что Серьезно? не так в этом году, что случилось. Да. Первые туры я так же думал, но мне кажется, после 4-5 все, Шимкович вернулся. Нет? Сам как думаешь? Не, я сам думаю, что это ты сам знаешь футбол, если серьезно говорить, то ты не можешь. Если бы я играл всегда на топе, каждую игру, я думаю, я бы здесь не играл. И не только от меня все зависит. Но
Я понимаю, что многие надеются на меня, и сейчас последние игры не получилось так, как надо, но что поделать, это футбол, я не специально это делаю, я чистый перед собой, могу в зеркало смотреть каждый день, поэтому... Это самое главное, когда я играл. Я себе могу сказать. Да. Всё. То, что не получается что-то, но мы не теннис играем. Да. Все равно я понимаю, что я должен лучше играть. Капитан опытный. Да, это понятно. Ну, здесь как есть. Слушай, если сравнить с прошлым годом, не буду задавать сильнее или слабее, это понятно. Тяжело говорить и нет смысла. Что поменялось? Может быть, в команде? Новые игроки принесли что-то или наоборот не хватает, или тренер? Я думаю, что мы по составу шире, так можно сказать, да? Ротация, да, шире. И это, конечно, нам добавит чуть-чуть такое неожиданности, может, в каких-то моментах и более таких, ну, что можно более вариантов играть и можно более игроков менять. А сейчас это нам, конечно, будет в пользу в какой-то момент. Много игр, Еврокубки. Да, а в прошлом году у нас было, что, может, иногда не хватало там ширины в составе. Ну вот это, наверное, такое самая большая разница с прошлым годом. Но тоже в прошлом году тоже была качественная команда, но я говорю, сейчас может чуть-чуть добавилось в ширине. Последний вопрос, идем кофе пить. В прошлом году 7 игр первых побед, и в этом году у тех ребят, которые были, было уже это что-то в голове, что опять 7? В этом 8, нет? 8 не было подряд, точно. Ну уже 8 есть, но подряд нет. То есть не было? Даже никто даже не думал, да? Было. Было? Конечно, думали, да. Бомбер! Когда по-русски научишься говорить? Поговоришь со мной по-русски? Конечно. Шима, кто самый веселый в команде? Самый веселый? Да. Соловьев, наверное. Ты уверен, что это Я не знаю, веселье? если он веселье, если это веселье или дурак просто. Кто самый lazy Самый лейзи почем? на тренировках? На тренировках? Я не могу сказать, что я. Он в машине сидит сейчас, нет? Нет. Нет? Не я. Не ты? Нет. Who's the laziest in the team? Давай! Today you just say you. Thank you. No, I was like, I work hard every day. We'll see. Кто лейзи? Maybe this is your last time doing this. Ну давай, Шима, одного Ну, я надо. думаю, Сорокин? подожди. Нет. 100%. Самый лейзи точно не Эмерсон? Сорокин. Нет. Еще скажи. кто. Варславанс? Нет. Ягода? Тоже нет? Нету таких, да? Нет такого, Надо что трансфер срочно плохой. прям- Что прям лейзи. Ну. Подруга будет. Андруха был, кстати, Кто да. это? Калыджерович. Колодеры. Кто больше всего ест в команде? Who eat the most in the team? You. Tommy. Tommy. Томми? Tommy and second maybe me. Томми худой, как я не знаю кто. Куда он Не, ест? ну он знает, сколько есть. Много, да? Но он столько энергии набирает. И перед играми, и после игры он первый, что кто кушает. Томми, Он после игры может съесть 2 плова. Просто для себя 2 плова. Томми, what is your favorite food in Latvia? Плов. У вас есть командные вечеринки, партии? Я не знаю, что это такое. Есть, обычно есть, но перед сезоном было очень хорошее. Кто самый веселый? Кто самый веселый на этих вечеринках? Ну там их много. Да. Но Дарко очень веселый человек Да. на вечеринках. Ну много, я говорю, но, наверное, Дарко там Томаш. лидирует. Я тоже, может. I can say Tomasz also. Кто получает больше всего штрафов в клубе?
Ну там опоздание, не знаю, лишний вес. В прошлом году, сейчас в этом году нету такого. Не было штрафов еще? Я даже не помню, чтобы кто-то получил штраф. Главный вопрос. Какая у тебя зарплата? Это классика, да? Да, да. У детей обычно такое. В школу заходишь и первый вопрос. Какая зарплата? Покажи раздевалку. New Player. Форма готова? Нет. Как нет? Ну, на тебя размеров нет. Эмочка. XM. Шимок, что в выходные делаешь? Я? Да. Сейчас были... Где мы были сейчас? Юрмала. В Юрмале? Если погода хорошая, всегда туда. Ну нравится в Риге вообще? Да. Топ? Классный город, да, очень хороший. Вена лучше? Ну, Вена побольше. Да. Здесь лучше то, что вот сейчас за COVID здесь топ. Потому что населения мало И и... мало больных. Да. Возвращение блудного сына? Да, это оно. Зачем уходил? Не знаю. Ну не этой ночью, а прошлой. Вот родился, ты знаешь? Сава, что случилось? Что случилось? Ребенок? Праздник случился. Серьезно? Ну, Ребенок родился? да, Девочка, мальчик? девочка. Да, я ж твою жену Конечно, видел. не будет футболистов в семье. Как назвали? София, Соня, София. Красава. Счастливый? конечно. Пил? Нет, Пока. пока. Антистресс. Эми, папа? Дарко, папа? Папа? Мама? You live together? Пока команда на теории, я уже вот одел форму. Сейчас пойду растираться, готовиться. Надо все-таки не упасть в грязь лицом, как говорится. Как давно мне это не делали. Боже ты мой. Когда мы это сделали? Года 2 назад, последний раз, наверное. Тренер, какие задачи по тренировке у меня лично? 100%. Кроме игрового. Ну все, иди, придешь, объясним. Да? Да. Волнуюсь. Ну представь, в каком возрасте. Окей, you see. Tu obligatore. Ну, сука, ну ты сразу, да? Блядь! Кто это, Думбия? Бля, ну... Спокойно, спокойно. No, there is camera. Да, сейчас, подожди. Ну, время есть. Все. Дарко, no. Hey, I will be last. Да я уже получил по ушам. Хороший Иса. Дай мне нормально сыграть. Во. Я не могу достать. Ты почему не играешь на уши? Жалко? Ушей? Да. Да? Не Потому занимаешься что такой много ерундой? людей, смотри, сколько людей там. Ага. Там получишь столько. Как теория? Отлично. Коротко, 45 минут. Да, как тайм. Какие ошибки надо поменять? Много? Много. Это я тебе сейчас не расскажу. Есть над чем работать, да? Столько ошибок. Что по тренировке сегодня не знаешь, не говорил? Не знаю, это ты должен знать. Не, не знаю. Ты не знаешь? Не, я волнуюсь просто. Не, все нормально будет. Там удары, все покажут. Уши, видишь, красные уже. Получил. Смотри, там молодежь резвится с мячом, а ты что на коврике? Все? Один у нас также резвился и сейчас
4 недели уже восстанавливается икру под лапу. На разминке? Вот на этой? Да, поэтому... То есть мудрость пришла, да? К 40. Сколько тебе? 40? Ну, по ощущениям, да. Ребят, давай, подходим. У нас пополнение. Да, Янка. И Юра. Игрок нашей команды, Призван. Да, Родриго с нами. Потренируется тоже, посмотрим, да. И Юра. еще один призван ослабить нас. Началось. Нет? Хорошо, давайте, ребят, первая часть, разминка с Олегом начинаем, и дальше потом уже подскажем, что мы Давай, ребят, легкий кружок, да, в Юрином темпе пробегаем и собираемся. Разминка. Протащи банду. Шима. Так можно тренироваться? Тебе да? Я понял. Заходим в центр, движение, go inside, middle, one, three player pass, go to his spot. Окей? Поехали. Let's go. Шима, хотел поговорить о твоей карьере. Длинная, за границей много был. Расскажи вкратце, где начал в футбол играть, потому что многие там у тебя и Австрия, Словакия, правильно? Говоришь по-русски, играешь в Латвии, живешь в Риге, был в Казахстане. Расскажи вкратце. Ты австриец или словак? Ну, я сам словак. Да. Я родился в Братиславе, у меня гражданство австрийское, потому что когда мне было 14, я перешел в Австрию, Вена. 13 мне было вроде. Академия Австрия-Вена. И они хотели воспитать австрийцев. Типа, и поэтому они мне тогда сделали гражданство, когда мне было, наверное, 16 или 17. И в Австрии ты не можешь сейчас выбирать, но двойное гражданство не Надо получается. выбирать одно. Да, надо выбирать одно. Я тогда оставил австрийское, конечно, потому что они тоже так хотели. И мы все жизнь там живем. Поэтому вот так. Играл за сборную Австрии У-23, 21. За сборную Австрии играл до 17, до 19 и до 20 лет. На чемпионате мира даже, да, На играли? чемпионате мира, мы были на чемпионате Европы в Польше, там закончили 3-й. И потом играли чемпионат мира в Канаде, там закончили 4-й. И там был, кстати, очень хороший чемпионат. Там выиграла Аргентина, тогда был Ди Мария, Агуэро. Они играли в финал с Чехией, но Чехия там как-то непонятно как попадала тогда. Ну, тоже неплохая команда была, но 3-й закончил Чили, там тогда был Видаль, Санчес, Медель, но хорошие команды были. А вот у тебя в сборной Австрии кто У меня дальше все пошел? Сутнер, ну, многих есть, он в Англии играл долго, в Германии, Окоти, Хофер, Кавлак, Юнузович. Да? Да. Я могу сказать, что первых 11 они все провели реально хорошую карьеру. Ты после этих чемпионатов мира, Европы были предложения из топ? Честно, так сказать, нет. Я там мало играл. Первый я там играл, может, все вместе где-то 60 минут. Там один раз начинал, не больше, наверное. Один раз в Чехии, я думаю, 60 минут сыграл, и потом где-то по 10 минут я выходил. Точно не помню. В Рапиде, да, ты? Не, я уже в Австрии Вена Австрия. был, да. Я в Рапид Вена был только 2 года в молодежке, там, с 10 до 12. И после чемпионата мира, ну, я играл в Австрии Вена в дубле, потом я перешел в Винер Нойштадт. Это была тогда типа вторая команда Австрия Вена. Фарм-клуб. Да, потом они там все равно выкупились, и осталось Винер Нойштадт один клуб, мы вышли с ними в Бундеслигу. И после 2 года там Австрия Вена меня купила назад с Винер Нойштадт. В Австрии Вена я играл потом еще раз 2,5 года. Мы там выиграли чемпионство. Кстати, последний раз, что другая команда, чем Зальцбург, выиграла чемпионат. Это было мы. Когда это был 12-13 год вроде. Потом мы вышли в групповой этап Champions League даже. И были в группе Спорто, Атлетико Мадрид и Зенит. Понюхал, да, в большой футболке? Да, была бомба, да.
честно. Томик. Ялте нахуй. Юра потерял мяч, ребят, если что. Да это ваш новый нападающий. Окей, листи, дай пушок. Joker, you have one touch. После отбора, when you take ball, red. You take ball, you give to Joker and go outside. Поехали? Есть! Жига! Лео! Жига! Яга! Яга! Хорош! Тяжело. Тяжело. Ну, неплохо. Пока. Что? Фух, не снимайте меня. Ну, и потом настало время зарабатывать деньги в Казахстан. Потом у меня было такой, перед Champions League, у меня был тоже такой неудачный период. Я сломал ногу на последней игре, на последней минуте. Финал кубка, мы еще проиграли его тогда. И потом начался новый сезон, пришел Белица, новый тренер. И он тоже не особо на меня рассчитывал. Но он мне это сказал честно, как есть. Вроде уже в октябре или в ноябре они сказали. И я искал потом варианты. Тоже с Германией было с второй Бундеслиги предложение конкретное. Даже дома у меня контракт лежит. Это был тогда FSV Франкфурт. Еще был Энергий Котбус. Ну, такие команды, знаешь, которые боролись там внизу. Я Но думаю, все равно это Бундеслига. Ну, вторая Бундеслига, но все равно я так подумал, знаешь, ты сыграешь. У них было даже 3 очка, я думаю, на корпус. Они вообще потом вышли из второй Бундеслиги. Как-то так было тогда, я точно тоже не помню. Но я подумал, ну как атакующий игрок, что ты в такой команде реально. Отбирать мяч будешь. Ну, что ты будешь делать? И я подумал, особо тоже себя не покажешь. Ну и потом я ждал долго, и пришло потом предложение конкретно именно с Тобола, с Костаная, с Казахстана. И, ну, конечно, и финансовый. Миллион заработал в Казахстане? Да, все вместе заработал, да. Не в сезоне, а все вместе, наверное, больше. Ну, не наверное, а точно. Красавчик. Больше, Как в Казахстане? Тяжело в плане футбола и жизни, быт? Или окей? Честно, для меня это я обычный человек, я не какой-то там высокомерный или что. Для меня это был очень хороший этап в моей жизни, мне там понравилось и жить, и люди там ко мне очень хорошо относились. Честно, у меня очень хорошие воспоминания на этот период. И не жалею вообще. Ты был в Казахстане, когда уже доминировала Астана или еще? Да? Тяжело с ними, да? Боролись там с Кайратом, но все равно Астана была всегда такая четкая, да, и уже видно было, что они высокие цели у них. И я думаю, что до сих пор это очень хорошая команда. Также и Кайрат Алматы, если считать вот так, даже взять их в Австрию, эти два клуба, я думаю, что они также бились бы наверху. Сейчас ты в Риге уже 2-й год, да? Правильно? Сейчас второй. Я после Тобола я ушел в октябре еще. Да. Ну, если по карьеру говорить, да, чтобы закончить это. Да. Потом я пошел на полгода в октябре, потому что там тоже был тренер в Тоболе, который меня потом уже не хотел. Ну, это нормально. Футбол. Да. Алекс, Рига, Влад, Лео, Шима, Юга, Тони, Эми, Дарко, Седрик.
Yellow team. Апор, Родриго, Ваня, Думбия, Реннер, Став, Якоб, Миша, Иса, Ник. And Caleb, you go. Yes, you go to Олег. Даже во второй не попал. Не, Состав. пока не готов. Слабо? Понял. Сава, я буду за тобой следить. Все понятно? Тренер объясняет. Как в NBA с микрофоном, да? Ага. Слышу. Mixed up. Видишь, я не слышу, что тренер говорит. Неважно. Ты же все знаешь. Не все. Надо учиться еще. Сава хочет учиться. Бэк, Лео, бэк. Да. Олег, что смотришь там на компьютере? Что за данные? Нагрузку сердечную игроков. Да. Да, в этом упражнении есть какая-то, как, не знаю, норма или... Ну, упражнение средняя нагрузка. Смотрим, чтобы не заходили высокие пульсы. Красную зону? Да. Чтобы не перегрузить игроков. Играть через, получается, 2 дня. Да. Вчера был выходной. Да. Сегодня надо тянуться. Ага. Завтра встряхнуться. Все Без скоростей сегодня, да. Завтра взрывы уже будут чуть-чуть, да? Завтра, да, активация скоростных способностей, скажем Ага. так, перед игрой. Вот, в связи с этим календарем, насколько важно именно вот следить за этими с точки зрения науки, а не просто на пульс в пальцы ставить? Помогает это? Техника вся? Ну, мы видим и так, но помогает, конечно. И без нее, когда пару раз было, там выпадала техника, выходила из строя, как-то немножко, как чувствуешь, немножко как вслепую работаешь. Чуть-чуть не хватает чего-то, да? Ну да, хочется вот эти цифры посмотреть. Ну, как правило, они просто доказывают наши предположения и то, что мы планируем. Уже как мы работаем там 2-й год с этой системой. Ага. Мы уже знаем, какие тренировки, какой эффект имеют какие тренировки. Ну и с этим календарем, ну, важно, ну, с этим календарем весь тренинг происходит в играх. Тренер, ну что по мне? Предпосылки очень хорошие есть. Предпосылки? Да. Чего? Что надо заканчивать все-таки, да? Ты не закончил? Ты же закончил. У меня все в душе это. Ну, чтобы предпосылки, чтобы вернулся. Да. Тренер, а если серьезно, сегодня с Шимковичем больше разговариваю. Я видел, вы разговаривали. Капитан команды. Какие самые сильные качества, не футбольные именно, а вот в раздевалке? Что дает команде капитан Шимкович? Очень много дает. Настоящий капитан, лидер. В принципе, такой и на поле ключевой игрок, и очень важен в коллективе. Такой как посредник между командой, тренерским штабом. Смотрит в одну цель, в одном направлении, как и мы. То есть очень полезен. Так, не характерно, он легионер, но такой вот, как говорите, капитан, душа команды. Ну, он опытный футболист, но я думаю, что не такой он уж легионер, мне кажется, уже как свой здесь. Ага. И со всеми легионерами тоже, да, он так больше общий язык, я смотрю, подходит, разговаривает. Ну, я же сказал, он как дядька, посредник, да? Иногда тренеру не находится времени Ага. со всеми пообщаться. Да, вот. Сейчас ты отбираешь, мог бы с Якобом поговорить, да, разговаривать с тобой. Ну, что он на себя берет. Ясно. Спасибо, тренер, что дали шанс. Ну, я еще, Да, может, в следующем году попробую еще. Потом я перешел в Žalgiris на год. Где познакомился с Валдесом? Где с Валдесом, кстати, не познакомился. Нет? Там. Он не был там? Не, он не был. Я его с детства только узнал. А. Я вообще его, только имя его знал. Ага. Так вообще. И после года Žalgiris я перешел сюда, да. Здесь уже сейчас 2-й год. Ну, уже в целом мы говорили, в Риге нравится все. Цель, наверное, главная, да, чемпионство, рано или поздно. Ну,
я думаю, чуть-чуть не получилось с разных причин, но все равно я думаю, что первый трофей для клуба заработал. Это тоже позитив. Я думаю, что все равно и лучший результат истории сделал, и в плане таблицы, я думаю, никогда РФС вторым не был. Последний вопрос. Ну, однозначно хочу стать чемпионом, это Это понятно. Ну вот, я 3 раза был, так что тебе желаю. Ну, Это ты как легионер, который часто, ну, то есть не часто, в Казахстане был в 2 командах, Австрия. Уровень, вот как ты можешь с чем-то сравнить наш чемпионат? Насколько он силен или интересен? Ну, оцени, в общем. Я думаю, что, знаешь, очень много делает инфраструктура. Даже если сейчас ты посмотришь, реально посмотришь там Германию или не знаю, там сейчас когда без зрителей, Мгм. но все равно ты думаешь, ну все равно что-то не так, не как когда полный стадион там, знаешь. А это здесь тоже очень влияет, когда ты смотришь эти игры, еще трансляции и так себе, знаешь, и ты думаешь, что за чемпионат. А так, если ты играешь здесь, и каждый легионер, который сюда приходит, он через время узнает, что не так просто, как Сюда всем приходят и кажется. думают, что да. И это подтверждается, я думаю, очень часто. И в Риге очень часто меняют легионеров. Там, ну, там, может, и другие причины, но я тоже думаю, что не всегда довольны или, может, не всегда ожидали больше от всех. И тот же эти легионеры, которые приходят, они думают, да, я в Латвии сейчас спокойненько сыграю. И забью там по 20, по 30, но так не бывает, и тем более здесь реально качественные команды, и все борются, и физически тяжело, поэтому я не думаю, что чемпионат Латвии так плохой, как все говорят, Вот и все именно. пишут, это 100% нет. Просто выглядит плохо за то, что поэтому я еще раз говорю, что для меня это супер, что ты делаешь, что многие делают, развивать хоть как-то этот футбол здесь, потому что это то, что не хватает. Если будешь хорошо о нем говорить и спокойно его развивать, и инфраструктура сейчас Рига много чего делает, это классно. И я думаю, что мы тоже сейчас, что я слышал, там будет База. база. Это вообще супер, поэтому я думаю, что это вопрос времени, когда здесь тоже все вырастет и в этом плане. Шима, пошли восстанавливаться? Мне точно надо. Да? Да. Массаж. Шима, что? Восстановление, правильно, да? Да, очень правильно. Пресс какой, смотри. А Сава что, в одежде моется? Нет, я бутылку мою. А то я даже не... Если бы я еще крепче зажал пресс, представляешь, что потом было? Выдохни. Он уже не может, у него воздуха нету. Я так спокойно сейчас стою. Да. Шима, вся команда уже ушла. Ты всегда последний? Нет, Нет? не всегда, но часто. Потому что я не спешу. Дарко обычно долго еще. Часто. Что сейчас будешь делать? Спать? Нет. Ты не спишь днем? Я всегда спал днем. Да? Да. Я PlayStation, может, сейчас играю. О боже ты мой. Ты ж старый для О, да. PlayStation. Не? Что, Шима, тебе пожелать? Еще играть полчемпионата. Что ты хочешь? Забить, отдать, выиграть? Не, главное чемпионами стать. Чемпионами стать? Веришь? Так, конечно. Спасибо Томашу, спасибо РФШ. Это был Юрий Жигаев и мое шоу «Зажигалка». Не забывайте подписываться на BetSafe Прибалтика. Зажигалка.